12 июня 2021 года митрополит Волоколамский Иларион, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, стал лауреатом Государственной премии России в области литературы и искусства. Алфеев Григорий Валерьевич, митрополит Волоколамский Иларион. Признанием их заслуг перед страной и народом служат высшие знаки отличия и награды России. И сегодня они будут вручены лучшим из лучших. Государственных премий в области литературы и искусства удостоены выдающиеся деятели отечественной культуры. Григорий Валерьевич Алфеев, митрополит Волоколамский Иларион, продолжает традиции русского просвещения, сочетая служение церкви со светлой творческой деятельностью. Его литературные, музыкальные, кинематографические произведения становятся событием в культурной жизни страны. А просветительские программы на российском телевидении имеют многомиллионную аудиторию, причем во всем мире. Дорогие друзья, каждый из вас в своей созидательной работе вносит важный вклад в дело духовного развития российской нации, укрепления нравственных основ и общественного согласия. А все вместе вы представляете блестящее созвездие лучших сынов и дочерей Отечества, истинных патриотов своей страны. В этот торжественный день сердце переполняется чувством благодарности. И прежде всего я благодарен Богу за то, что живу в это время и в этой стране. За то, что когда мне было 15 лет, Он призвал меня на служение церкви, и уже 40 лет я несу это служение. И церковь является для меня ежедневным и главным источником вдохновения. Будущий митрополит родился в 1966 году в семье писательницы Валерии Алфеевой и доктора физико-математических наук Валерия Дашевского. Мама училась в МГУ на факультете журналистики, а папа учился в том же МГУ на физико-математическом факультете. И вот они ходили в одну и ту же библиотеку, там познакомились, поженились, и я стал плодом этого союза. В роду Алфеевых мужчины были потомственными священнослужителями, как минимум с XIX века, из поколения в поколение. Всем известно, что священство в Древнем Иерусалимском храме было наследственным. Но не все знают, что и степени священства были наследственными. Вот, например, первосвященниками, как правило, становились сыновья первосвященников, а священниками – сыновья священников, а левитами – сыновья левитов. В нашей дореволюционной России духовенство тоже было сословным. Но похоже на то, что и степени священства тоже нередко передавались по наследству. Вот мой прадед Александр Петрович Алфеев. Он родился в 1869 году, окончил Богорусланское духовное училище, служил долгое время псаломщиком, потом стал диаконом. По семейному преданию он умер от голода в Поволжье. Он был сыном диакона, то есть мой прапрадед тоже был диаконом. Но и он был сыном диакона, значит, мой прапрапрадед был тоже диаконом. Деда митрополита Илариона по материнской линии всю жизнь притесняли как сына врага народа. Он был членом партии, но потом из-за своего непролетарского происхождения был из нее исключен. И всю жизнь он нес на себе вот это клеймо диаконского сына в советское время. А в советское время это действительно было такое клеймо, которое не давало человеку поступить на серьезную работу,
которая не давала ему сделать серьезную карьеру. Дед по отцовской линии был историком, владел несколькими иностранными языками, был автором книг о капитализме во французских колониях, о гражданской войне в Испании. На фронте ему довелось участвовать в спецоперациях. Как политрук он должен был вести работу по разложению войск противника. Что это означало? Ну, например, это означало, что надо было с риском для жизни забрасывать листовки на немецком языке в расположение войск противника. Или через громкоговорители осуществлять пропаганду против Гитлера и в пользу Советского Союза. Но при этом он ходил в атаку, он имел боевое оружие, и одна из наград, которую он получил, была за то, что он повел в атаку целый взвод. И, собственно, от ран, полученных на поле боя, он и скончался. Отец митрополита Илариона был одним из крупнейших советских специалистов, занимавшихся исследованиями на стыке двух наук – физики и химии. Недавно мне рассказали о том, что его книги до сих пор входят в рекомендуемый список книг для тех, кто изучает молекулярную физику и нанотехнологии. Мать будущего митрополита, писатель и журналист, в молодости выходила в дальние плавания на торговых и рыболовных судах. В своих очерках рассказывала о жизни капитанов и матросов. Самым запоминающимся ее путешествием был сквозной арктический рейс из Владивостока в Мурманск через Северный Ледовитый океан. Она пересекла Атлантику, пересекла Тихий океан и прошла морем больше, чем Магеллан. И вот эти свои впечатления она описала в книге «Цветные сны». Это была ее первая книга, которая вышла с предисловием известного тогда писателя Юрия Нагибина. Ну а когда я уже пошел в школу, она ушла со штатной работы и занималась литературой, то есть она писала рассказы, писала повести. Именно мама приобщила меня к миру русской литературы, и я еще в детском возрасте практически перечитал под ее руководством всю русскую классику – Чехова, Толстого, Тургенева, Достоевского. Воспитывала она меня таким вот своеобразным способом. Во-первых, она никогда меня не наказывала. И она вообще считала, что наказание – это не метод воспитания. В основном она меня воспитывала через приобщение к тому миру, в котором она жила. И практически каждый день моей жизни был таким интеллектуальным пиром, потому что каждый день я узнавал что-то новое из литературы, из искусства и вообще из жизни. Среди предков будущего митрополита были священнослужители, были писатели, но не было музыкантов. А у мальчика обнаружился абсолютный слух. Я мог отгадывать одну ноту, несколько нот. И вот мне было 6 лет, меня отвели в подготовительный класс средней специальной музыкальной школы. Хотели отдать на фортепиано, но сказали, что для фортепиано слишком поздно, в 6 лет. Надо было начинать в 4 или в 5. Поэтому меня отдали на скрипку. Он учился в московской школе имени Гнесиных, где каждый день после обычных уроков дети занимались музыкальными предметами. А потом дома надо было еще 3 часа играть на скрипке. Мама за этим следила строго, ставился будильник. Вот после каждых 50 минут я мог делать 10-минутный перерыв. Но вот эти 3 часа в день на протяжении 8 лет обучения в школе были неотъемлемой частью моего воспитания.
Это было довольно непросто в советское время найти свою дорогу в храм. Потому что храмы, хотя и существовали, но, во-первых, их было очень мало. Во-вторых, они находились в таком информационном вакууме, в такой информационной блокаде, что практически для внешнего мира было неизвестно, что происходит внутри храмовых стен. И вот моя мама нашла свою дорогу к храму через чтение русской религиозной философии, через Бердяева, Булгакова, Франка, Шестова. И меня также она приобщала к этому чтению. И потом, когда мне исполнилось 11 лет, я был крещен. Ну и вот практически с того самого момента началась наша с мамой совместная церковная жизнь. Причем эта церковная жизнь меня очень быстро захватила и стала гораздо больше интересовать, чем жизнь музыкальная. Оба они, мать и сын, стали прихожанами храма Воскресения Славущего на улице Неждановой. А потом он попросил у настоятеля храма разрешения прислуживать в алтаре. И в какой-то момент, когда мне было 15 лет, я твердо для себя решил, что хочу связать свою жизнь с церковью. Это решение ко мне пришло после того, как я был допущен в алтарь. Пока я ходил в храм и был простым прихожанином, мне все время очень хотелось попасть в алтарь. Я видел, как оттуда выходят священнослужители, прислужники в облачениях. И мне казалось, что алтарь – это какое-то особое царство, куда допускают только избранных. Но так оно и оказалось. Когда я был допущен к служению алтарю, это действительно качественно изменило мою жизнь. Я понял, что это то служение, которому я хочу посвятить свою жизнь. Ну, а дальше надо было дождаться окончания школы, дальше надо было после школы поступить в консерваторию, дальше надо было отслужить в армии, и только после этого можно было либо поступать в духовную семинарию, либо поступать в монастырь. В 18 лет Григорий Алфеев поступил в Московскую консерваторию на факультет композиции. Но консерватория не давала отсрочки от армии, и его забрали на военную службу в оркестр пограничных войск. Коллективом нашего оркестра мы проехали всю границу между СССР и Китаем от Благовещенска до Хабаровска. На каждой погранзаставе мы разворачивали наш оркестровый арсенал. Я играл в эстрадном составе на электрооргане, то есть у меня было большое хозяйство, мне требовалось около 2 часов для того, чтобы все это распаковать, расставить и подсоединить. Ну и потом мы давали концерт для пограничников, а на следующее утро ехали на следующую погранзаставу. После армии в консерваторию он уже не вернулся. Сразу отправился в Вильнюсский Свято-Духов монастырь, в котором часто бывал в юности. 19 июня 1987 года Григорий Алфеев был пострижен в монашество с именем Иларион и вскоре был рукоположен в священный сан. Мне было 20 лет, когда я принял постриг и стал диаконом. И вот с тех пор прошло уже 35 лет, но я еще ни разу, ни одного дня и ни одной минуты не пожалел о том решении, которое тогда принял. Хотя, может быть, это решение было незрелым. Я, как правило, молодым людям в наше время не советую так рано принимать постриг. Я советую подумать, подождать, чтобы как-то это желание укрепилось. Но у меня было желание очень твердое, у меня никаких колебаний не было. И я очень счастлив, что избрал именно эту стезю монашеской жизни и служения церкви. Никогда я в церкви не разочаровался, не обманулся. И все последующие годы после пострига были для меня откровением тех глубин церковной жизни, которые практически неисчерпаемы. И вот люди по-разному могут относиться к морю. Кто-то думает, что море – это просто водичка у берега, в которой можно поплескаться. Кто-то вообще в своей жизни море никогда не видел. А есть люди, которых тянет в морские путешествия, как вот мою маму тянуло.
Есть люди, которых притягивают морские глубины. И им интересно спускаться с аквалангом и смотреть, что там происходит, какие там прекрасные Божьи создания. Вот меня всегда в церкви интересовало не то, что происходит на поверхности, а то, что в ее глубинах. После рукоположения иеромонах Иларион 1,5 года провел в монастыре. И это стало для него первой богословской школой. Каждый день я был на богослужении, утром и вечером. То есть весь суточный круг богослужения прошел через мой ум и через мое сердце. Это дало мне еще одну очень твердую духовную и богословскую основу. Потому что именно тогда я понял, что наши богослужебные тексты – это та школа богословия и богомыслия, которую невозможно ни на что заменить. Потом молодой иеромонах получил свой первый приход, а вскоре был назначен настоятелем еще 3 храмов в литовской глубинке. У меня было 4 прихода, которые находились на расстоянии примерно 30 километров один от другого, но там не было никакого транспортного сообщения. То есть иногда надо было идти пешком, иногда надо было идти по дороге и ловить попутные машины. Один храм был вообще неотапливаемый, то есть если я там служил и на улице была температура минус 20, то и в храме была температура минус 20. Так что я наливал воду в чашечку, а через несколько минут она превращалась в лед. И когда я причащался из чаши, то чаша примерзала к губам. Но на моем основном приходе отопление было, точнее его приходилось отапливать вручную. Мы его топили углем или дровами, и храм, и приходской дом. И вот я там жил и старался неукоснительно исполнять все церковные службы по уставу, без сокращений. То есть в 3 часа утра я вставал, растапливал печку, потом начинал полуночницу, потом читал утренню, потом часы, потом литургию. Где-то к 10 утра все это заканчивалось. Со мной был псаломщик литовец, который помогал мне, а пели мы знаменным распевом. Ну, а вечером служили вечерню и повечерию. Пасторской работы там было не так много, потому что прихожан было мало. В основном весь приход уже лежал на кладбище. Это было когда-то русское село, а к тому времени, когда я туда был назначен, в живых из русских православных прихожан оставалось в лучшем случае 10-12 человек. Часто я начинал службу и не знал, будет ли в храме вообще хоть кто-нибудь из прихожан. Потом могли подойти 2 или 3 бабушки, потом они могли снова уйти. То есть количество прихожан в храме было непредсказуемым. Живя в Литве, иеромонах Иларион заочно учился в Московской духовной семинарии. Окончил и духовную академию. Стал преподавателем в своей альма-матер. Вел курс по гомилетике, искусству проповеди. А когда ему поручили еще и догматическое богословие, он увидел, что учебники по этому предмету безнадежно устарели, и решил написать свой. Я пришел к студентам с очень смутным представлением о том, что же я им буду рассказывать. Я их спросил, что они думают о догматическом богословии. Они мне сказали, что это очень скучный схоластический предмет, что заниматься им неинтересно. Я посмотрел учебники, по которым они занимались. И это были учебники, в которых все раскладывалось по полочкам. Ну, например, Бог был разложен по полочкам. Какие свойства ума Божия, какие свойства воли Божией. Все это надо было заучивать наизусть. И это было настолько схоластично, это было настолько умозрительно, а самое главное, это было настолько далеко от святоотеческого богословия, которым я был напитан с юности, и даже от того богословия, которым пропитаны наши богослужебные книги, что я понял, что преподавать по вот этим школьным схемам я не хочу. И я тогда просто в срочном порядке начал составлять свой собственный учебник по догматическому богословию. И в течение одного Великого Поста я его подготовил. Так родилась моя первая книга
которое получило название «Таинство веры». В 1993 году отец Иларион поехал в Оксфордский университет, чтобы продолжить богословское образование. После 2 лет учебы у выдающегося православного богослова епископа Каллиста Веры он стал первым русским монахом, получившим степень доктора философии в Оксфорде. А диссертация, написанная на английском, стала его второй книгой о святом Симеоне Новом богослове и православном предании. Это был очень вдохновенный, очень яркий духовный писатель, причем он писал не только прозу, но и стихи. Одна из его книг называется «Гимны божественной любви». И сидя в Литве на своем деревенском приходе, я даже некоторые из этих гимнов перевел с греческого языка в стихах. В западной литературе Симеон Новый Богослов представлялся как какой-то революционер внутри православной традиции, который нарушал все правила, который высказывал сомнительные с точки зрения православия концепции. Я обнаружил, что это все совершенно не так, что это был человек глубочайшим образом укорененный в православной традиции. Причем мне мой собственный опыт жизни в монастыре очень помог. Вот когда западные ученые изучали Симеона Нового Богослова, они представляли его себе таким кабинетным человеком, который окружен книгами и из этих книг черпает свое вдохновение. А он основное вдохновение черпал из богослужения, из богослужебных текстов, из тех святоотеческих творений, которые звучали за богослужением, конечно, из Священного Писания, а также от своего духовного отца, которого он очень глубоко почитал. И вот я постарался в этой своей работе раскрыть для западного неправославного читателя мир православной духовности через Симеона Нового Богослова и его окружение. Вернувшись из Великобритании, монах-ученый обнаружил, что его место преподавателя в Московской духовной академии занято, и он остался без работы. Тогда он пришел на прием к митрополиту Кириллу, главе отдела внешних церковных связей. Я в некоторой растерянности ехал обратно из Сергиева Посада в Москву на электричке и проехал свою станцию Лосиноостровскую. И вот когда я уже доехал до центра Москвы, подумал, что надо сходить в отдел внешних церковных связей и нанести визит митрополиту Кириллу. Я ему говорю: «Владыка, я хотел бы вам сначала рассказать, вот что со мной произошло». И я ему рассказал, как я вернулся в академию, как, значит, для меня не нашлось места. Он очень спокойно это выслушал и сказал: «Отец Иларион, вас не должно это огорчать, настанет время, когда они вас пригласят, а сейчас ваше место здесь, вы будете работать со мной». Ну и вот так я начал с ним работать. Уже более четверти века я с ним работаю, и я думаю, что если говорить о 2 людях, которые оказали какое-то решающее воздействие на мою судьбу, то вот это моя мама и святейший патриарх Кирилл. Я хотел бы поблагодарить свою маму за то, что воспитала меня в православной вере, за то, что открыла передо мной великий мир русской культуры, за то, что продолжает обо мне заботиться и молиться. Спасибо тебе, дорогая мама, за все. Я хотел бы сегодня поблагодарить святейшего патриарха Кирилла. Ваше святейшество, более четверти века назад вы призвали меня в свою команду. И я счастлив быть вашим помощником, я счастлив помогать вам в созидании церкви и в защите ее священных рубежей. Вскоре отец Иларион возглавил секретариат по межхристианским связям. Ему приходилось много ездить по миру. Сочетать этот плотный рабочий график с пасторскими и богословскими трудами становилось все труднее. После нескольких лет такой работы я почувствовал какое-то внутреннее глубокое неудовлетворение.
которым я решил с ним поделиться. Дело в том, сказал я ему, что у меня в жизни есть две больших любви. Это любовь к алтарю и это любовь к церковной науке, к богословию. И вот я хотел бы свою жизнь посвящать этому. А сейчас получается, что с этими разъездами, с этими официальными мероприятиями я ни то, ни другое не могу делать качественно. Он опять так же спокойно меня выслушал, как в первый раз, и говорит: а я хочу, чтобы вы были архиереем. Это, конечно, было для меня как гром среди ясного неба, потому что менее всего в своей жизни я помышлял об архиерействе, о том, что называется церковной карьерой, но такова была воля митрополита, он стал эту свою волю последовательно проводить в жизнь. В январе 2002 года в храме Христа Спасителя игумен Иларион был рукоположен во епископа. По решению Священного Синода он был назначен в Великобританию викарием, то есть помощником правящего архиерея. Но там его ждали тяжелые испытания. Я попал в ситуацию, к которой совсем не был готов. Я был назначен в Сурожскую епархию, которую возглавлял выдающийся проповедник, миссионер, митрополит Антоний Блум. Я с ним был лично знаком на протяжении многих лет. Он просил и патриарха Алексия, и митрополита Кирилла, чтобы я туда был назначен, но ему было уже 88 лет. И он уже много лет жил в фактической изоляции, он никуда не выходил из кельи, он не посещал приходы, а всю информацию об окружающем мире и о ситуации в епархии он получал от 2-3 человек из своего окружения. Когда я был назначен викарием и приехал туда, там уже был викарий, который видел себя преемником владыки Антония, а во мне увидел соперника. Но и дальше начался конфликт, который был совершенно, я бы сказал, иррациональным, потому что все происходило по какому-то совершенно нелепому сценарию. Все, что бы я ни говорил или делал, все это выворачивалось наизнанку. Мне приписывались слова или действия, которых я не совершал, и тогдашний епископ Василий просто поднял на уши половину епархии для того, чтобы добиться моего оттуда изгнания. Но и после 130 дней пребывания в Сурожской епархии я отправился к патриарху Алексию просить о том, чтобы меня перевели куда угодно или отправили на покой. Мне было тогда 35 лет. Ну а владыка Василий потом, после смерти владыки Антония, стал его преемником. Дело у него не пошло. Спустя 3 года он перешел в Константинопольский патриархат, а спустя еще 3 года он снял с себя сан и женился. Новым местом служения владыки Илариона стал Брюссель, где он возглавил представительство Русской Православной Церкви при европейских международных организациях. Год спустя к этому служению добавилось еще одно. Он стал правящим архиереем Венской и Австрийской епархии. В его управление вошла также Будапештская и Венгерская епархия. Приходилось постоянно колесить между 2 столицами. Именно тогда владыка Иларион снова стал сочинять музыку, впервые со студенческих времен. Точнее, музыка сама начала приходить к нему в самые неожиданные моменты. В течение 10 дней я написал божественную литургию, которую я писал в самолете, в зале ожидания аэропорта. После литургии я написал всеночные бдения, а потом, однажды, когда я ехал из Вены в Будапешт за рулем, мне вдруг пришла идея написать «Страсти по Матфею». Причем, как это обычно со мной случается, идеи сразу приходят мне в готовом виде. Я понял, что я хочу взять баховскую музыкальную форму страстей и даже название «Страсти по Матфею», то есть евангельский материал из Матфея, но взять за основу музыкального оформления этого материала православную церковную службу.
И вот по этой модели создать музыкальное произведение. И когда я ехал обратно из Будапешта в Вену, мне стали приходить первые мелодии. Мне даже пришлось остановить автомобиль, достать лист бумаги, причем у меня нотной бумаги не было, была обычная бумага. Нарисовать 5 линеек и записать те первые мелодии, которые пришли. И спустя 3 недели такого очень напряженного труда я написал это сочинение и обнаружил, что за 20 лет не забыл ничего из того, чему меня учил мой учитель по композиции Владимир Борисович Довгань. Оратория «Страсти по Матфею» была написана как сочинение, которое может расширить церковную аудиторию. Она переносит атмосферу богослужений Страстной Седмицы из храма на сцену концертного зала. Владыка Иларион стремился познакомить тех, кто не ходит в церковь, с текстами молитв, которые звучат в храме, и поделиться с ними теми чувствами, которые переживают верующие. Митрополита Илариона называют создателем оригинального жанра русской духовной вокально-инструментальной оратории на богослужебные тексты с использованием интонаций русского церковного пения, элементов барокко и стиля русских композиторов XX века. Может быть, он пишет в традиционной манере, но вы знаете ведь, что такое традиция. Вот Малер замечательно сказал о том, что традиция – это не пепел, который передается из века в век, а это огонь. Вот, в нем этот огонь живет. Вот уже 11 лет подряд митрополит Иларион совместно с маэстро Владимиром Спиваковым проводит в Москве рождественский фестиваль духовной музыки. Я бы сказал, что он человек Ренессанса, буквально. Потому что его книги изданы более чем на 30 языках разных стран. Его музыка исполняется во всем мире, и его деятельность отмечена всеми. Мы начали сотрудничать очень давно и сблизились общей идеей, что духовная музыка, она приносит не только радость, она приносит очищение человеку. И мы взяли не только русскую музыку, но и общемировую. И это имеет колоссальный успех, этот фестиваль. И сам митрополит открывает часто очень этот фестиваль, сам он дирижирует, он прекрасный музыкант, ему доверяют музыканты оркестра, причем он дирижирует очень сложные сочинения иногда, там дивертисмент Бартака, например, или симфонию псалмов Стравинского. Это не всякий дирижер возьмется за такие сочинения, но ему это подвластно, потому что он профессиональный человек. В 2009 году, вскоре после того, как митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл был избран патриархом Московским и всея Руси, епископ Иларион вернулся в Москву, потому что был назначен на должность председателя отдела внешних церковных связей. Он стал постоянным членом Священного Синода, был возведен в сан архиепископа и затем митрополита. Это была очень новая и большая ответственность, которая на меня свалилась.
Я получил этот пост после того, как его 20 лет занимал нынешний святейший патриарх. То есть от меня требовалась очень качественная работа. Поэтому первые 5 лет я очень много ездил, а потом поездок стало поменьше, свободного времени стало побольше. И я снова стал в свободное время возвращаться к литературной деятельности. Однажды к нему в руки попала книга Папы Римского Бенедикта XVI «Иисус из Назарета». Еще не прочитав книгу, но только пролистав несколько первых страниц, он понял, что должен написать свою книгу об Иисусе Христе. Для этого надо было освоить новую научную область новозаветных исследований. Поначалу я думал, что это будет одна книга. Но когда я ее начал писать, то материала оказалось столько, что эта книга выросла в исследование из 6 томов общим объемом около 4000 страниц. Для написания каждого из 6 томов книги митрополиту Илариону потребовалось изучить около 200 книг и статей на английском, французском, итальянском и греческом языках. Мой исходный пункт заключается в том, что евангельская история – это сокровище, которое закрыто в сейфе, а для того, чтобы открыть этот сейф, нужно 2 ключа. Один ключ – это представление о том, что Иисус Христос был полноценным живым человеком, у которого были все свойства человека, все человеческие эмоции. Он был во всем подобен нам, кроме греха, как говорят святые отцы. И вот если мы как-то умаляем его вот эту человеческую природу, если мы ее идеализируем или поэтизируем, то мы тем самым уходим от того евангельского реализма, который так поражает во всех 4 Евангелиях. Ну а второй ключ – это то, что Иисус Христос был Богом воплотившимся. И без этой веры в то, что Он был Богом, евангельская история совершенно лишается своего смысла и своей уникальности. Воскресение Христово – это сердцевинный пункт всей вот этой евангельской истории. Не нравственное учение Иисуса Христа, как думал Лев Толстой, не какие-то другие аспекты этой истории, а именно то, что Иисус Христос, как Бога-человек, пострадал, умер на кресте и воскрес. Я, будучи филологом-медиевистом, занимаюсь примерно тем же, чем занимается владыка. И это дает мне некоторую возможность оценить его занятия с профессиональной точки зрения. Это производит огромное впечатление. У владыки более 1000 научных работ. Владыка чрезвычайно разносторонний ученый. У него, допустим, есть 6-томная история жизни Христа. У него есть переводы с греческого, с сирийского. У него есть исследование литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого. У него есть исследования по отцам церкви. Есть такое мнение о том, что богословие – это какие-то назидательные истории. На самом деле это не так. Богословие, когда оно занимается анализом древних текстов, оно является текстологией. Когда богослов описывает жизнь, допустим, отцов церкви, он становится историком. Когда богослов рассматривает, скажем, влияние античной риторики на риторику отцов церкви, он филолог, классический филолог и антиковед. Я думаю, что он и подобные ему люди, они вернули богословию в нашей стране его прежнюю значимость, красоту, если хотите, блистательность. Кроме пасторского и архиерейского служения, дипломатической работы и литературных трудов, митрополит Иларион занимается вопросами богословского образования, возглавляя общецерковную аспирантуру и докторантуру.
Во многом благодаря усилиям митрополита Илариона теологию в России признали полноценной наукой. Он организовал целое направление – научно-образовательная теологическая ассоциация, плод этого направления. В это направление вовлечены все ведущие вузы страны, а значит, все ведущие ученые страны. И они все взирают на него как на своего лидера. Нам говорили, а что это за наука? Это никакая не наука, это псевдонаука. А мы напоминали о том, что многие университеты на Западе возникли из школ теологии. Это была самая первая наука, которую изучали. А потом уже вокруг этой науки стали выстраиваться другие. И вот мы об этом твердили на разных заседаниях, в разных комиссиях. Я встречался с министрами образования и науки, а за эти 12 лет их сменилось 5. И при каждом министре мы делали какой-то шаг для признания теологии в качестве науки. Но, конечно, мы не достигли бы в этом успехов, мы не добились бы признания теологии в качестве науки, если бы не наш президент, который лично в это вмешался и который дал распоряжение соответствующим государственным органам о том, чтобы со всем вниманием отнеслись к просьбе не только Русской Православной Церкви, но и других наших традиционных конфессий. Я хотел бы сердечно поблагодарить вас, глубоко уважаемый Владимир Владимирович, и в вашем лице все государственное руководство Российской Федерации за те уникальные условия для просветительской деятельности, которыми сегодня обладает Церковь. Я пришел в Церковь в те годы, когда она была отделена глухими стенами от общества, от мира культуры, от школы. Постепенно эти стены разрушаются. И недавно с вашей помощью мы разрушили еще одну стену между традиционными конфессиями и университетом. Отстояли право преподавать теологию в светских вузах. С 2009 года митрополит Иларион служит настоятелем Московского храма в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость на Большой Ордынке. Милостив и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Священники и иподиаконы, которые служат вместе с ним, рассказывают об особом молитвенном чувстве, с которым митрополит Иларион совершает Евхаристию. В прошлом году владыка решил весь рождественский пост служить литургию каждый день. Несмотря на то, что после службы там у него идут какие-то встречи, накапливается усталость вот с каждым днем. Вот это вот чувство невероятного трепета по отношению к престолу, к алтарю, оно оставалось всегда неизменным, несмотря ни на что. И очевидным для всех, кто присутствует в алтаре, что это не просто что-то важное, да, в его жизни, а это самое важное, что важнее вот ничего быть не может. Какие-то встречи, мероприятия. Вот он, центр жизни архиерея. И иногда спрашивают, а насколько архиерейское служение сочетается с монашескими обетами? Ведь монах призывается к уединению, к молитве, к исполнению многочасовых молитвенных правил, к ежедневному богослужению. А архиерей имеет совсем другое служение. Он всегда на людях, он всегда на виду. Но это только на поверхности кажется, что архиерейское служение плохо совмещается с монашеским образом жизни. А на самом деле эти два служения очень даже хорошо совмещаются. Потому что кто такой архиерей? Архиерей – это прежде всего человек, который должен всю свою жизнь без остатка отдавать Богу и Церкви. На мой взгляд, одним из секретов его успехов
во всех тех видах деятельности, которые он осуществлял, является его тяга и способность всмотреться, вдуматься в глубины, в основания. Ну и, конечно, стремление к совершенству. Его красивая церковность, его христоцентричность, его изысканность даже в человеческих свойствах и качествах. Как человек он смиренен, по-монашески, он добросердечен, прост. Он действительно является церковным лидером, очень красивым человеком, одаренным, творчески, богатым и всецело посвятившим себя служению Христу Спасителю и Его Святой Церкви. Энергия самоотречения. Вот это как раз то, что характеризует жизнь и творчество владыки Илариона. У него колоссальная творческая энергия, поразительная. У него свобода мысли. Он открыт миру, он открыт новым идеям. Он свободный человек. И он дарит это людям.